Плакат – это изображение, имеющее только одну цель – использовать наши эмоции, чтобы достичь своих целей. А какие они были? Каково это двигать миллионы людей одной лишь фразой, когда на это уходит не один десяток лет? Всем здравствуйте! С вами снова Владимир, и сегодня мы погрузимся в поиски ответов на эти вопросы. Чтобы в чем-то разобраться, сперва надо узнать о том, как оно началось. Так что, без лишних слов, запускаем нашу машину времени и перемещаемся на 3 века тому назад. Ну вот, мы уже в конце 18 века. Что сейчас происходит в мире? На одном конце света Емельян Пугачев устраивает крестьянский бунт в России. На другом конце колонии Англии бушуют, начиная войну за свою независимость. Это время, когда маховик промышленной революции уже работает вовсю. Треугольная торговля существует уже не один век, а для продажи своих товаров и услуг уже не хватает одного их наличия. Поэтому их надо как-то выделять среди чужих. И именно в этот момент на сцену выходит наш герой Иоганн Алоис Зеннефельдер. Что же он такого сделал? Давайте поясним, что до этого момента всеми так называемыми плакатами занималась не типография, и их не выпускали тысячными тиражами. Любой плакат или афиша рисовалась вручную художниками, что нам говорит, во-первых, о дороговизне каждого плаката, а во-вторых, о их очень маленьких количествах, что приводило к невозможности обширной рекламы. А что, если мы из схемы заказчик, художник и плакат уберем самого главного персонажа, собственно того, кто нам плакаты создает? Давайте заменим художников на бездушные машины. Нам не придется платить им за каждый плакат, и повысится количество плакатов и скорость их производства. С такой мыслью и началась разработка супермашины, заменившей бы художника. А наш герой стал отцом этой идеи, создав плоскую печать, с чего и стартовала типография. Какой у нас получается исход? На дворе 19 век, с ходом промышленной революции развиваются технологии, уже началась печать газет. На улицах огромное количество еще недавних крестьян, которые приехали в города с деревень для работы на фабриках. И грамоте с чтением обучены, дай бог, совсем азам. Для них становятся недоступными для понимания скучные и серые газеты с огромным количеством текста. А тут идешь ты по серой улице, весь в саже, и в окне витрины ярким пятном бросается плакат. Конечно, в такой ситуации визуальные образы не только будут цеплять глаз, но и заставлять тех, кто хоть немного умеет читать, прочесть на них короткий текст из пары слов. Что же было на этих плакатах написано? Призывы к покупке какого-либо товара. В дальнейшем плакат поменял свой вектор развития с рекламных на агитационные. Запускаем нашу машину времени снова и двигаемся в самое страшное время в нашей истории – период Первой и Второй мировых войн. Выйдя на улицу, мы с вами можем заметить вокруг нас, кроме общей разрухи и бедности, яркие пятна на стенах, которые уже не предлагают вам какой-нибудь товар, который только сегодня продается с удивительной скидкой, а плакат солдата, спрашивающего тебя, записался ли ты в добровольцы. Чувствуете, как все переменилось? Плакаты уже не играют роль зазывал на новый фильм. С данного момента плакаты стали использоваться для новых целей, в качестве инструмента политической пропаганды, мощного оружия агитации. Появлению агитационных плакатов мы обязаны временам революций и войн, где стояла задача не привлечь нового посетителя на кинофильм, а мобилизировать население и сподвигнуть его на движение в нужном направлении. Сейчас это никуда не делось. Теперь на нас влияет не так прямо, как раньше. Сейчас инструмент стал другим. Радио, газеты, телевидение, интернет, социальные сети и другие пути, о которых мы можем еще даже не догадываться. Давайте попробуем погрузиться с головой во всю эту историю, потому что без контекста мы с вами не сможем понять мысль, которую нам пытались донести. Каждая страна имела разные цели для своей пропаганды.
США выпускали плакаты для объяснения причин участия в войне вообще на другом континенте и поиск добровольцев. Третий Рейх в то время выпускал плакаты как огромную часть агитационной машины, которые вызывали националистические настроения и восхваляли власти. Но давайте сегодня обойдем другие государства стороной и попробуем сконцентрироваться на себе и поговорим о нашей родине. Чтобы понимать, как влияют на нас плакаты, необходимо поставить себя в ту эпоху, чтобы нам стало понятно, что именно пытаются нам донести. На дворе 1917 год. Мы с вами попали в эпицентр всех действий и сегодня находимся в Москве. Сейчас произошел переворот, и к власти пришли совсем другие люди. Давайте будем называть одних красными, а других белыми. Каждая из двух сторон преследует свои цели, из-за чего разгорается гражданская война. Но населению надо объяснять как-то свои цели и призывать их к ним. Поэтому в ход пришли наши любимые плакаты. Что мы видим на этом плакате? На переднем плане стоит парень, явно красноармеец, с винтовкой наперевес, прикрывающий собой женщину с ребенком. В верхней части плаката изображен символ Красной Армии. Слева и справа расположены сломанные элементы герба династии Романовых. Также на плакате изображена разорванная цепь, пораженный двуглавый орел и грифон, которые символизируют разорванные оковы российского самодержавия. Фоном рисунка служит карта Советской Республики, на которой отражены успехи Красной Армии. Этот и подобные плакаты образовывали у граждан представление о новой власти и армии, как о надежном защитнике молодого государства. На данном плакате изображена карикатура в виде лидеров белого движения – Деникина, Колчака и Юденича в форме свирепых псов на поводках у лидеров стран Антанты, которая была союзницей Российской империи. Изображение глав Белой армии в виде псов был призван объяснить рабочим и крестьянам несамостоятельность и зависимость белогвардейцев от стран извне, которые пытались помешать новой стране жить. В палитре плаката мы можем видеть много черного цвета, что подчеркивает антинародность и антигуманность режима, который несут с собой белые. Переезжаем в новый период советского государства. Революция и гражданская война уже позади. Наступает время для стимуляции производств и торговли. Наступает время НЭПа. Теперь на уже советских улицах можно увидеть красочные пятна не только с призывами для борьбы с кем-то, но и рекламные предложения. Как вы смотрите на то, чтобы зайти в резинотрез и купить у нас новые галоши? Что мы с вами можем заметить на этом определенно рекламном плакате? Строгость линий, отсутствие на плакате лишнего, из-за чего глаз не отвлекается от самого главного, собственно галоши, которая закрывает собой весь Советский Союз от дождя. И лаконичная, строгая надпись «Резинотрест. Защитник в дождь и слякоть. Без галош в Европе сидеть и плакать». В тексте выделен особый акцент на слове «Европа», что говорит о противопоставлении товаров СССР против товара других европейских стран. Ведь без нас им только плакать. Молодое государство также и не забывало о других своих потребностях, а точнее призывали людей образовываться, поддерживать программу электрификации и, конечно же, покупать государственные акции. Примером того может являться этот плакат. Заметьте, все тот же стиль. Строгость линий, лаконичные цвета и надпись, гласящая: «Тот не гражданин СССР, кто добролета, не акционер». Данный плакат может показаться опять рекламным, но нет, он все-таки агитационный. Почему? Потому что прямыми словами призывает гражданина на действие, а точнее инвестиции в добролет. А поверьте, скупка акций нужна государству страны куда больше, чем вам. По секрету сказав, какие-то кардинальные изменения в стилистике плакатов будут заметны еще не скоро, потому что мы с вами стали свидетелями создания целого стиля советского искусства, такого как соцреализм. Перемещаемся еще дальше. На дворе наступает время совсем другой власти. Тут
всегда надо держать ухо востро и быть очень аккуратными, как в своих словах, так и в действиях. В общем, вы поняли. К власти приходит всеми известный товарищ Сталин. В этот момент на главную роль перемещаются уже совсем другие темы. Во-первых, это быстрый рост производства, вследствие чего запускается первая пятилетка и создание нового советского человека. Эти темы, они повлияли и на советский плакат. Так что давайте рассмотрим сразу несколько плакатов, чтобы разобраться более подробно. Смотрите, цель вообще любого плаката – это вызвать эмоцию. Для того, чтобы народ принял идею, которая передается на плакате, необходима эмоция. Какая? Это уже другой вопрос. Либо позитивная, либо негативная. В тот период больше навевался страх. Ну что ж, давайте перейдем к первому плакату. На этом плакате изображена фигура советского человека на красном фоне. Строгая надпись и снизу фотографии производств. На другом плакате уже все по-иному. Много черного цвета, 3 фигуры шахтеров без каких-то четких лиц и контрастная надпись, которую взгляд читателя точно уж не пропустит. Третий же плакат, он похож на прошлый. Тут много черного цвета, люди, которые работают на производстве, и в центре плаката огромный завод и много контрастных надписей, общий смысл которых сделаем больше, чем от нас требуют. Понимаете, к чему все идет? Смотря на эти работы, какие они вызвали у вас эмоции? Они все разные, но что они хотят до нас донести? Первый плакат так и горит красным, который завлекает все наше внимание. В качестве персонажа выступает непримечательный советский рабочий. На фоне виднеются четкие призывы. Ты должен смотреть на лицо этого рабочего. Он работает, перевыполняет план. А ты? Так же ли ты усердно работаешь? Следующий плакат. Тут главную роль играет черный цвет. Он символизирует место, где работают люди, то есть шахту. Красным же цветом подчеркнута главная мысль. Надпись «Механизируем Донбасс» и инструменты в руках рабочих, с помощью которых это и удалось. Последний плакат. Черный тут уже не говорит нам ни о шахте, ни о чем-либо другом. Он играет свою роль и заявляет о статусе и престижности. Красным цветом еще раз привлекают наше внимание и текст, который так и говорит тебе: давай выполним пятилетку за 4 года. Период Великой Отечественной войны мы будем обсуждать более подробно и делить на годы. Ведь в это время мотив для пропаганды менялся не то что каждый год, а чуть ли не каждый месяц. Связано это со стремительным ходом войны. 1941 год. Сюжеты плакатов первого года войны призывали к борьбе. Поднимали дух, подчеркивали всенародность борьбы, развеивали миф о непобедимости врага, давали надежду гражданскому населению, а надежда ей еще понадобится. 1942 год. Все сильно изменилось. Враг уже давно на нашей территории. Он подошел к Волге, взял в блокаду Ленинград, дошел до Кавказа и захватил огромные территории с мирными жителями. В этот год плакаты уже поднимали совсем другие темы. Они стали страшными. И это только те плакаты, которые я могу показать вам в видео. Они задевали за самое живое. Напоминали тебе о том, что творится с людьми, кто не смог убежать от войны. Женщины, дети, не щадился никто. И все это понимали. 1943 год стал переломным в войне. Мы сняли блокаду Ленинграда и перешли в наступление, после чего характер визуала стал немного меняться. Образ врага начинают изображать так, чтобы он меньше вселял ужас, а бойца призывают отомстить, дойти до самого логова врага и там его раздавить. Освободить не только свой дом, но и Европу. 1944 год. Это продолжение наступления на врага. В этот момент был открыт второй фронт, после чего немецкие войска уже были взяты в тиски. В такой атмосфере необходимо было поддерживать победоносные настроения, поэтому
Главной темой в этом году стал разгром врага, который уже совсем близко. Плакаты становятся выражением народной любви, гордости за страну, за ее народ. Лица солдат начинают изображать прекрасными и счастливыми, но очень усталыми. 1945 год. Исход войны уже предрешен. В этот момент известие о скорой победе и окончании войны привело к появлению самых красочных плакатов. Образы героев отражают храбрость и силу. Они счастливые, открытые люди, которые прошли войну, освободили свою страну и Европу от фашизма. И наконец-то, смелой душой можно сказать, у нас все получилось. После такого подвига на теле остаются шрамы, и на теле нашей страны их осталось очень много. По приблизительным подсчетам, мы потеряли 20 миллионов человек, 1700 разрушенных городов, 70 тысяч деревень и сел и 32 тысячи предприятий. Поэтому в ближайшие годы нас ждет много работы. Настала четвертая пятилетка, результатом которой стало экономическое чудо. На всю страну был лишь один лозунг – «Восстановим!». Перемен в стилистике тут не было. Задача была другая – мобилизировать людей и поднять их дух, восстановить страну из пепла. Ладно, говоря, что перемен в стилистике совсем не было, я вам солгал. На самом деле наступает время для крутых поворотов, потому что к власти приходит Никита Сергеевич Хрущев. И наступает время для оттепели. В это десятилетие было много тем, на которые наши художники творили. Поэтому давайте поговорим о этой эпохе более подробно. Холодная война. Тема холодной войны для партии была одной из важнейших тем, ведь там можно было сравнивать и подмечать разницу между двумя лагерями, а эта разница значительно повышала авторитет самой партии. Дружба народов. Тут творчество художников заключалось в создании максимально приторных пропагандистских плакатов. Связано это с появлением у страны новых друзей, таких как коммунистический Китай и активно поддерживаемый революции африканских колоний в борьбе за их независимость. Космос. Это уже абсолютно новая тема для мира в целом на тот момент, поэтому разыграться было место. Космические плакаты стали чем-то новым. Они больше напоминают гиперреалистические постеры, чем что-то, что было раньше. Здоровье. Также при Хрущеве началась активная борьба с тунеядством и алкоголизмом, что будет ахиллесовой пятой для нашей страны еще долгое время. Заметили? Что-то изменилось. Стало как-то по-другому. За десятилетия с 50-х по 60-е активно изменился стиль. По сравнению с прошлыми периодами, плакаты перестали вызывать устрашение. Почему так получилось? Давайте разбираться. В сталинскую эпоху был сделан упор на реализм. Все работы так и пестрят своей строгостью, что так и влияло на людей. С новой эпохой у художников появились и новые возможности, из-за чего буквально за десятилетия поменялась вся стилистика. Стало больше карикатуры и юмора. Была упрощена рисовка, что давало больше динамики и не так сильно нагружала плакат. Эпоха застоя. Это время нарастания кризиса в Советском Союзе. Он коснулся всех сфер жизни. Тем не менее, плакаты продолжают оставаться важным инструментом пропаганды. Агит-плакаты на тему сельского хозяйства показывали, как все хорошо, быстрые темпы развития и как важен труд каждого. И это несмотря на то, что при огромных вложениях в этой сфере нарастал кризис. Постепенно в обществе накипало, ведь даже позитивные визуальные образы не могут скрыть проблем, стоящих за отсутствием продуктов на полках.
Эпоха застоя – это также и время последних крупных строек в СССР. Этой теме было посвящено тоже большое количество плакатов, которые прославляли героев, воплощающих в жизнь эти масштабные проекты. В основном это были мужские образы на фоне стройки. И, конечно же, конец этой эпохи ознаменовали Олимпийскими играми. Для этих соревнований было создано много плакатов, но они все отражали позитивный настрой и оптимизм. Время перестройки для плакатов не стало каким-то другим, просто поменялась цензура. Теперь можно говорить больше, чем когда-либо, вот и творчество изменилось. Главной темой стала гласность. Она стала попыткой убрать боязнь к государству, напрямую обсудить все его проблемы. Также в идею перестройки заключался и отказ от алкоголя, после чего было много плакатов и на эту тематику. Эти темы стали главными в то нелегкое время. Ну а потом настал 1991 год. Но это время для совсем другой истории. Ну а теперь, узнав и погрузившись в контекст, увидев не один десяток работ, можно поговорить о самом главном, за какие потайные ниточки нас цепляет художник, чтобы мы откликнулись на его работу. Посмотрите, красный цвет тут играет огромную роль. Он яркий и, как мы говорили до этого, вызывает наш интерес, акцентирует внимание вначале на заглавии, которое призывает к действию, а после переводит внимание на главного персонажа картины, на мать. Фоном служат стволы ружей и штыки, которые являются вестниками приближающейся смерти и опасности, в то время как черный цвет лишь подчеркивает этот символ. Одежда красного цвета скорее символизирует кровь, которая проливается каждый день на фронте. Посмотрите, визуал этого плаката играет с нами немного в другую игру. Это и прямые заявления отказа от алкоголя, но также и визуальные подсказочки, которые должны на нас с вами повлиять. Надпись контрастная, выделяется. Сама по себе надпись ничего не значит. И в этот момент тут начинает играть картинка. Красный присутствует не только в надписи, но также это и цвет галстука, что говорит нам о причастии гражданина к партии и выражает отношение партийного человека к алкоголю. Посмотрите на руку человека, который протягивает рюмку. Ее оттенок почти зеленый, что говорит о плохом здоровье. Обратное можно сказать о главном герое. На его лице изображен румянец, что говорит о его здоровом образе жизни. Собственно, из-за отказа от алкоголя. Также отдельной фишкой плаката является то, что мужчина смотрит с плаката прямо нам в глаза, что еще сильнее усиливает эффект нашего с вами восприятия. Что можно сказать о других плакатах? Так это то, что у нас с вами просто-напросто не хватит времени, чтобы разобрать их все. Поэтому для вашего удобства я сделал более подробные разборы уже в своем телеграм-канале, в котором можно увидеть не только их разборы, но и новую информацию по роликам, да и просто мои мысли. Было снова приятно с вами увидеться и услышаться. До скорых встреч!